Короче, касательно всех любителей приваривать тормозной диск к маятнику к самому. Почему это делать нельзя? В принципе, вы сами можете все увидеть, если открутите эти гайки, разберете тут тормозной суппорт, снимете тормозной диск, увидите, что у нас вот этот сам кронштейн, на котором держится тормозной суппорт, он у нас крепится именно скобой, вот к этому маятнику здесь. И она подразумевает такое движение. Для чего это движение нужно? Потому что он у нас крепится к суппорту, а ось у нас с этим бочонком, вот сейчас я буду ее регулировать, натяжение цепи, потому что у меня была натянута. Сейчас я буду менять на новую, надо, соответственно, натяжение это убрать. У нас получается тормозной диск, он на оси. Тормозной суппорт у нас на маятнике. Поэтому движение, соответственно, когда я натянул, у нас тормозной диск ближе сюда. Когда я натяжение убираю, ось сейчас двинется туда, тормозной диск будет ближе туда. Если вы его заварили, он жестко. И это малейший удар какой-то где-то перегиб сильнее, он просто вырывает у вас все крепления. Задумано производителем. Сейчас наглядно покажу это все. Вставляем отвертку на звезде и на самом вот этом бочонке. Толкаем просто его, например, назад. У нас, я просто помню, в противоположном положении мы свернули отсюда, и у нас ось сдвинулась ближе. Соответственно, тормозной диск у нас сейчас немножко в другом положении. Конечно, у него это движение намного больше, чем ему надо, но оно ему нужно все равно, оно компенсирует вот эти вот движения оси. И когда на кочках есть микро, все равно же есть преломление. Если не хватит у него гибкости кронштейна, он просто сорвет, если вы, допустим, приварите его в том месте. Поэтому это делать не стоит.